Магов часто называют шарлатанами. Слово «шарлатан» означает «жулика», который выдает себя за кого-то. То есть эти люди считают себя компетентными рассуждать на тему магии. Почему-то именно в данном вопросе есть несчетное количество экспертов. Когда я смотрю на людей, то вижу кучу проклятий. Большая их часть отражает обиды. Как в поговорке, обидеть Машу может всякий, не всякий может убежать. От мага убежать невозможно. Поэтому многие проклятия звучат «заткнись, придурок» и «включи голову, урод». Поскольку проклятие – это слова, то любые проклятия можно прочитать. Самые неприятные проклятия, несущие болезни и смерть, выглядят несложно и вполне безобидно. Часто маги используют магические языки, но иногда создают проклятия на своем родном языке. Так что на многих экспертах, имеющих смелость называть магов профанами, висят многочисленные надписи. Есть компьютерная игра, в которой герои ходят по территории, населенной монстрами, и убивают их. Каждый раз при столкновении с чудовищами возникает фраза «надо звать специалиста». То есть существует миф о специалистах. Но ни у кого нет диплома от Господа Бога. Все дипломы происходят от людей. То есть люди учат людей и выдают им дипломы. Но программа все время меняется. Учебники, по которым учились учителя, отличаются от учебников, по которым учатся ученики. И к тому моменту, когда ученики получают дипломы их учителей уже ничего не значат. Таким образом, обучением специалистов занимаются шарлатаны. Люди, которые выдают себя за специалистов. Что такое специалист? Это человек, обладающий достаточным уровнем информации, необходимой для принятия правильного решения. Есть два способа принятия решений. Аналитический, основанный на предшествующем опыте, и эвристический, основанный на знании последующих событий. Люди используют аналитический метод, а маги – эвристический. В большинстве ситуаций аналитический опыт работает. Однако есть ситуации, выходящие за пределы привычной модели мира. Собственно говоря, вся магия выходит за пределы известного, поскольку маги изменяют известную картину мира. Таким образом, маг является тем, кто принимает решения и совершает действия. Решение мага основано на способности видеть события будущего. То есть маг более эффективен в качестве специалиста во многих ситуациях. Что происходит с людьми в том случае, если они сталкиваются с иной картиной мира? Их сознание клинит. Аналитическое мышление перестает работать. Эти люди, подобно детям, оказываются в неизвестной ситуации, к которой не готовы. То есть при столкновении с магией изменения картины мира эти люди перестают быть специалистами. Однако магов называют шарлатанами не только простые люди. Обвинение в шарлатанстве присутствует и внутри мира магов. Само слово «маг» стало названием цирковых иллюзионистов, артистов, имитирующих магические способности. Самые известные фокусники, цирковые маги, являются непримиримыми борцами с шарлатанами, людьми, претендующими на реальное обладание магическими способностями. Будучи профессиональными обманщиками, цирковые артисты и других подозревают в обмане. Есть учебники по цирковой магии, в которых описана техника создания иллюзий. Интересно, что словом «иллюзия» в магии обозначается вид магии волшебников. Им владеют самые сильные маги. Если цирковая магия построена на умении отвести глаза публики и незаметно совершить какое-то действие, то в магии слово «иллюзия» обозначает способность транслировать образ непосредственно в сознание одного или нескольких людей. То есть магическая иллюзия является разновидностью телепатии. Цирковые маги тренируют у себя ловкость рук, однако ловкость и любовь к тренировкам – принадлежность третьей касты. То есть цирковая магия есть попытка третьей касты имитировать способности четвертой. Третья каста отличается особой агрессией и стремлением подчинить себе всех, кого получится, наехать. Четвертая же обладает способностью подчинять себе третью. Отсюда происходят различные тайные мистические общества. При этом само наличие некой тайны больше всего пугает представителей третьей касты, поскольку в любой тайне они видят заговор, направленный против себя. То есть обычно тайные общества создаются с целью получить некую тайную власть над третьей кастой. С другой стороны, главным методом борьбы третьей касты, направленным против четвертой, является огульное бездоказательное шельмование и обвинение в жульничестве. Метод борьбы внутри четвертой касты всегда связан с изучением и проведением исследования. То есть маги изучают людей, своих врагов, собирают о них информацию, досье, и через это знание получают против них оружие, возможность управлять их поведением.
При конфликтах между магами, как правило, дело кончается диспутом, обсуждением. Однако в магии существует принцип иерархии, подчинения магов тем, кто находится на более высоком уровне. Этот принцип есть и среди людей, однако в мире людей, которые не видят ауры друг друга, выяснение отношений происходит путем физических взаимодействий. Работники, первая каста, обладают самой большой физической силой. Но купцы, вторая каста, легко их обманывают, а воины, третья каста, пугают. Четвертая каста достаточно легко управляет первой, так как слова магов являются значимыми для работников. Вторая каста повинуется четвертой, поскольку чувствует ее мудрость и духовную силу. Третья каста всегда требует доказательств силы. Воины проверяют силу магов с помощью наездов, обычный метод тестирования людей среди воинов. Однако, встретив проявление реальной силы, воины пугаются и сразу отступают. Маги видят ауру и сразу могут определить высших и низших. Маги подчиняются тем, кто выше них, видит в них учителей, и управляют теми, кто ниже их, видит в них учеников. Понятно, что учеников надо учить, а не убивать. С другой стороны, магу достаточно сложно найти учителя, покровителя, поэтому встреча с высшим магом для каждого мага является крупной удачей. Очень интересный принцип выяснения, кто есть кто, изложен в Священном Писании. По плодам их узнаете их. То есть важно не то, что человек говорит, думает о себе, а его действия. Существуют ли внешние признаки магического сознания? Да. Есть разная система мотивации, отличающаяся для каждой касты. Поэтому и люди разных каст ведут себя по-разному. Есть несколько важных стимулов, которые выделяют психологи, определяющие мотивацию поведения людей. Сюда обычно относят голод, потребность в энергии, секс, продолжение рода и страх смерти. Маги добавляют сюда потребность в развитии личности, духовном росте. Доминирующая потребность первой касты – голод. С ним связан секс, детей надо прокормить, и страх смерти, боязнь умереть от голода. Что касается потребностей в духовном развитии, то для первой касты это слишком абстрактно. Надо больше знать, чтобы получить больше еды. Доминирующая потребность второй касты – секс. Эта каста умеет зарабатывать деньги и так справляется с первой потребностью. Страх смерти блокируется мыслью о детях, продолжателях рода, дело родителей. Это и потребность в духовном развитии, обучение торговле, здесь вторичны. У третьей касты голод и секс не являются доминирующими потребностями, поскольку развитая сила воли, умение подчинять тело сознанию, позволяет блокировать эти факторы. Однако страх смерти является доминирующим. Он заставляет третью касту заниматься развитием сознания, так как это дает больше шансов на выживание. Четвертая каста отличается от других. Голод для нее – это потребность в энергии, которую маг может потреблять напрямую не в виде еды, а в форме энергии. При этом ментальное тело мага может получать энергию от солнца или из атмосферы в форме электричества. Маг может удовлетворить голод разными способами. Что касается секса, то маг рассматривает его не с позиции рождения детей, а как некую форму обмена энергией. Секс рассматривают как некую практику, направленную на продление жизни. Существует серебряная нить, соединяющая монаду, душу с телом. Она создана в процессе зачатия из луча захвата мужчины и женщины. Серебряная нить представляет собой двойную спираль, включающую в себя мужскую ян и женскую инь части. Разрушение серебряной нити в итоге приводит к смерти. Накапливая сексуальную энергию, маг может восстанавливать ту часть серебряной нити, которая соответствует его полу. При сексуальном общении маг получает от партнера энергию противоположного пола. Этой энергией можно ремонтировать вторую ветвь серебряной нити, практика даосского секса. Результатом сексуальной связи может быть не ребенок, а формирование эгрегора, объединяющего две монады, тантрический секс. При этом образовавшийся эгрегор способен напрямую считывать информацию из внешнего мира. То есть цель такой сексуальной практики – формирование сознания. Что касается страха смерти, то маги, обладающие полным сознанием, помнят не только свои предыдущие воплощения, но и предыдущие смерти. Таким образом, смерть не является для магов чем-то таинственным и зловещим. Они прекрасно знают, как это происходит. Очередная смерть становится для мага достаточно привычным делом. Она выступает началом нового путешествия. Разница восприятия смерти обуславливает отличия в поведении людей, принадлежащих к разным кастам. Маги обычно обладают некими сверхъестественными признаками, связанными с тем, что они устанавливают на самих себя некоторые заклинания, проявления которых можно почувствовать.
Как правило, это защитные или целительские заклинания, воздействующие не только на самого мага, но и на пространство вокруг него. В зависимости от собственной стихии маг строит заклинания, несущие ее признаки. Для магов огня это тепло или свет, для магов воды это сырость или холод. Признак магов земли – повышенное образование пыли и возникновение запахов. Для магов воздуха это ветер и хаос, ссора между людьми, падение и поломка предметов. В зависимости от типа и силы поставленные заклинания могут проявляться в разной степени и на разных расстояниях. Лечебные заклинания, направленные внутрь, имеют слабые внешние проявления. Защитные заклинания, наоборот, направленные наружу, имеют наибольшее проявление во внешнем мире. Значительная проявленность стихии может указывать на силу защитных заклинаний. В этом случае метод тестирования, присущий третьей касте, агрессивный наезд, может быть опасным для самого нападающего. Вообще, хамить магам очень небезопасно. Поэтому, не обладая магическим видением, лучше вести себя с магами корректно, даже если вы считаете их шарлатанами, на себя великим знатоком вопроса.